До кризиса 1998 года банк Минотеп входил в число так называемых системообразующих российских банков. У него было 47 тысяч вкладчиков, миллиарды долларов оборота и 5 тысяч сотрудников. Минотеп лишь чуть-чуть не дожил до своего десятилетия. О причинах системного банковского кризиса сказано уже предостаточно. Сегодня мы о другом, о том, как Минотеп в конце концов рассчитался со своими многочисленными кредиторами. Результаты окончания процедуры конкурсного производства, а проще говоря, банкротства Минотепа, впечатляют даже непосвященного. 4 из 5 очередей кредиторов вернули свои деньги полностью. 4-я очередь, это государство, удовлетворило свои требования на 61%. Более того, деньги получили даже акционеры банка физические лица, у которых была возможность продать или обменять свои бумаги. Такие беспрецедентные итоги банкротства – результат совместных усилий конкурсных управляющих, их у Минотепа двое, и крупных акционеров банка, прежде всего ЮКОСа. Речь шла о том, чтобы действительно соблюсти свое лицо, достойно выйти из сложившейся ситуации, чтобы никто не показывал пальцем, не говорил, что они не выполняют свои обязательства. Мы сумели выйти из сложившейся ситуации достойно, мы исполнили все взятые на себя обязательства. В октябре 1999-го, когда Минотеп был признан банкротом, акционеры распространили специальное заявление, где гарантировали выплату всех вкладов населения, выкуп в 3-кратном размере от номинала всех акций у физических лиц и урегулирование обязательств перед иностранными банками. Для проведения процедуры банкротства был заключен так называемый агентский договор, в рамках которого вместе с конкурсными управляющими работали банк Минотеп Санкт-Петербург, доверительный инвестиционный банк и компания Артур Андерсен. Как говорит конкурсный управляющий Алексей Трофимов, он отвечал за расчеты с вкладчиками. Эмоций в этом тонком деле хватало. Тем не менее, вкладчики получили в рамках конкурсного производства свой законный 1 миллиард 400 миллионов рублей. И в итоге, кстати, оказались в выигрыше по сравнению с теми, кто в свое время по предложению ЦБ перевел свой вклад в Сбербанк. 16,5 тысяч вкладчиков, которые получили удовлетворение, я думаю, что это работа. Может быть, не так быстро и используя какие-то трудоемкие, затратные процедуры, привлекая услуги юристов, адвокатов. Мы видели, задействовав судебных приставов. Но даже и те, кто этого абсолютно ничего не предпринимал, просто сидели и тихо ждали начала регистрационных процедур и предъявили свои требования, они в полной мере, в размере 100% от заявленных требований, получили свое удовлетворение. К приоритетам программы реструктуризации отнесли расчеты с акционерами физическими лицами. У них акции при номинале в 1 рубль выкупают по $3. На сегодня выкуплено уже 66% таких бумаг, и процесс продолжается. Что же касается остальных групп кредиторов, это бюджет, резиденты и нерезиденты юридические лица, владельцы АДР, все их требования, за исключением бюджета и внебюджетных фондов, были удовлетворены практически полностью. Здесь была использована концепция реструктуризации, когда основная сумма обязательств выкупается у кредитора по номиналу с рассрочкой платежа или с дисконтом. Минотепу удалось договориться с кем угодно, с крупнейшими иностранными финансовыми институтами и даже целыми правительствами, но только не с родным государством. Хотя, по словам другого конкурсного управляющего банка Сергея Середы, акты сверки задолженности и предложения по ее погашению направлялись чиновникам Минфина десятки раз. Те предложения, которые были направлены со стороны акционеров и конкурсных управляющих в адрес Министерства финансов Российской Федерации об урегулировании задолженности перед бюджетом на сумму $90 миллионов, к сожалению, не нашли своего понимания, наверное, также в силу занятости государственных чиновников. И предложение об урегулировании $90 миллионов не нашло своего понимания. Бюджет недополучил 90 миллионов. Как говорят специалисты, в ходе конкурсного производства в Минотепе полностью свои деньги смогли бы вернуть только первые 3 очереди кредиторов. 4-я и 5-я очереди, где сосредоточена львиная доля задолженности, получили удовлетворение исключительно благодаря доброй воле акционеров. Последние говорят, что пошли на это, чтобы иметь возможность смотреть людям в глаза и продолжать вести бизнес в этой стране. Это очень сложная работа. Здесь у каждого своя сложная нагрузка. Это заслуга всех. И конкурсных управляющих, и комитета кредиторов, и агентов, всех. Сегодня в банке продолжает работать так называемый попечительский совет, который в рамках специальной программы продолжает принимать и рассматривать требования кредиторов, которые по разным причинам до сих пор не успели их предъявить. В целом, историю с банкротством Минотепа специалисты называют сегодня едва ли не первым по-настоящему цивилизованным опытом банкротства крупного коммерческого банка в России.